Я представляю Центр профилактический, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины и профилактическую службу, которая, конечно, тесно связана с врачами всех специальностей, хотя сама по себе я терапевт и кардиолог. Поэтому с некоторым трепетом сегодня выступаю перед такой экспертной когортой неврологов. Но проблемы у нас общие. И проблемы профилактики, хотя мы говорим о сердечно-сосудистом, все мы прекрасно понимаем, что этих пациентов часто поделить между специалистами нельзя. И кардиологические проблемы пересекаются с неврологическими. Поэтому давайте обсудим, что у нас общего, что мы можем сделать для того, чтобы помочь нашим пациентам стать в первую очередь здоровее. И я сегодня вот в первой части, наверное, своего доклада в большей степени даже буду говорить о здоровье. Ну вот мы, не сговариваясь с Олегом Ивановичем, начинаем с пирамиды. У Олега Ивановича была пирамида доказательной медицины, у меня пирамида профилактики. Посмотрите, одна из нижних граней – это популяционная профилактика. Для того, чтобы, опять-таки, определиться в терминами, врачи ей на самом деле в большей степени не занимаются. Что такое популяционная профилактика? Ну, это все те условия вокруг человека, которые создают ему возможность жить более здоровой жизнью, профилактировать тем самым развитие нежелательных событий. Это возможность ходить пешком, это возможность употреблять здоровые продукты питания, это возможность заниматься физической активностью. Обращу ваше внимание, физической активностью, а не спортом. Это принципиально разные вещи. А вот индивидуальная профилактика – это то, за что мы с вами отвечаем в большей степени. Это наша с вами работа напрямую с пациентом. Есть еще, конечно, очень важный момент генетический и оценка генетических факторов на их вклад в развитие тех или иных заболеваний. Но надо сказать честно, в настоящий момент данные, опять-таки, доказательной медицины по этому поводу достаточно скромные. Итак, первичная профилактика, о чем необходимо помнить. Это такие 10 take-home messages из американских рекомендаций по профилактике. Давайте кратко, быстро про них побежимся. Следование здоровому образу жизни на протяжении всей жизни. Ну, в общем, это все понятно. Командный подход разных специалистов, учитывая социальные факторы риска. Обратите внимание на эту позицию командного подхода. Мы с этого с вами сегодня начали, что и профилактика, и неврология, и кардиология, терапия, все идут вместе. Важно, чтобы все специалисты транслировали одинаковую информацию своим пациентам, в том числе в рамках профилактической работы. Оценка рисков сердечно-сосудистых заболеваний при начале терапии. В первую очередь это важно, конечно, для пациентов средней возрастной группы. Здоровое питание. И здесь, посмотрите, очень четкие рекомендации, которые сейчас имеют самый высокий класс и уровень доказательности 1А, могу смело об этом говорить, хотя очень по-разному у нас почему-то это все транслируется часто даже самими врачами. Однозначный плюс – это овощи, фрукты, орехи, нежирные, растительный животный белок, рыба. И однозначный минус – это трансжиры, красное мясо, переработанное красное мясо, рафинированные углеводы, подслащенные напитки. На две ваши позиции обращу особенное внимание – это подслащенные напитки и трансжиры. Сейчас этому уделяется наибольшее внимание. Что такое трансжиры, где их найти? Их найти можно везде, где масло подвергалось термической обработке. Вся кулинария, которую мы можем приобрести и наши пациенты могут приобрести, это опять-таки огромный источник трансжиров. Физической активности. Класс и уровень доказательности 1А. 150 минут в неделю средней интенсивности и 75 высокой. Для пациентов с сахарным диабетом изменение образа жизни стоит на первом месте. Кстати, и дальше мы будем говорить, что изменение образа жизни стоит на первом месте для всех пациентов. Отказ от употребления табака, и здесь нельзя умолчать об электронных свойствах средств доставки никотина, которые сейчас приравнены к табакокурению. Аспирин в первичной практике имеет крайне узкую нишу, об этом еще сегодня поговорим. Статины, в первую очередь, для пациентов с диабетом, а также после оценки сердечно-сосудистого риска, и антигипертензивная терапия для пациентов с артериальной гипертензией. Как это оценить целиком?
Несколько лет назад на основе эпидемиологических данных специалистами в нашей стране был разработан такой интегральный индекс оценки приверженности здоровому образу жизни. Посмотрите, все те же позиции, я только что ссылалась на американские рекомендации, но мы здесь абсолютно перекликаемся, и нет абсолютно никаких разночтений. Высокая интегральная оценка приверженности образу жизни, отсутствие любых факторов и в первую очередь отсутствие курения. Очень интересно, что данные эпидемиологического исследования, это крупнейшее российское эпидемиологическое исследование, оценившее распространенность вообще факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, исследование СРФ, включившее более 23 тысяч пациентов, показало, что действительно ведение здорового образа жизни снижает смертность от всех причин на 39%, от сердечно-сосудистых заболеваний на 36%. И здесь очень интересно, как наши данные перекликаются абсолютно с данными, опубликованными в британском медицинском журнале. Исследование, которое проводилось, кстати, очень интересное, с использованием когорты врачей и медсестер, очень известная наблюдательная работа, которая дала большое количество результатов. Итак, что оно показало? Мы с вами понимаем, да, здоровый образ жизни, когда нужно? С молодости, с детства. А для пациентов среднего возраста, есть ли смысл? Может быть, если в 50 не начал жить здорово, то, наверное, и не начинать? Нет, начинать. 50 лет, зависимость ожидаемой продолжительности жизни без болезней, в зависимости от следования принципов здорового образа жизни. Разница в ожидаемой продолжительности жизни около 10 лет и для мужчин, и для женщин. Причем для мужчин есть некоторые особенности. Посмотрите, что больше всего ухудшает прогноз жизни для пациентов среднего возраста. А это ведь те пациенты, которые к нам чаще всего приходят. У нас средний возраст, например, людей, проходящих профилактические осмотры, диспансеризацию, это как раз порядка 48-53 лет. Хуже всего для прогноза для мужчин это курение более 15 сигарет в день, и одинаково плохо работают и для мужчин, и для женщин ожирение. Индекс массы тела больше 30 в наибольшей степени уменьшает ожидаемую продолжительность жизни в среднем возрасте. Какой же портрет наших граждан? Более подробно разберем дальше, а вот посмотрите сейчас, реально по тем статистическим данным, которые мы имеем, Росстат провел исследование по нашей технологии, оказалось, что для страны в целом здоровый образ жизни ведут только 12% населения. И посмотрите, какой разброс. От Дальнего Востока, Чукотский автономный округ 0,4%, Республика Ингушетия 48,8%. Страна наша очень неоднородная, и поэтому, конечно, с одной меркой подходить ко всем пациентам в разных субъектах и в разных регионах нельзя. И возвращаясь более подробно к портрету наших пациентов, посмотрите на те тренды, которые мы имеем сейчас. В первую очередь я обращу внимание на две позиции. Это рост распространенности ожирения, в первую очередь среди мужчин. С 1993 года по 2017 год более чем двукратный рост распространенности ожирения, который абсолютно коррелирует со следующим показателем – это рост распространенности артериальной гипертонии. По последним данным эпидемиологическим исследованиям 2017 года распространенность артериальной гипертонии в России составляет 45,5% в среднем между мужчинами и женщинами. У мужчин больше, у женщин меньше. Но это практически каждый второй пациент, приходящий к нам. Точнее, даже среди приходящих, на самом деле, этих пациентов больше. А это в среднем по популяции. Вы скажете, что плохого, если мы лечим такого количества лекарств, как при артериальной гипертонии, наверное, нет ни одной другой нозологии. К сожалению, все очень печально. Кроме того, что есть большая разница в достижении контроля артериальной гипертонии между мужчинами и женщинами, тем не менее, только 14% мужчин контролируют свой уровень артериального давления, то есть не только принимают постоянную терапию, но и достигают целевые цифры. И среди женщин этот показатель составляет 30%. Несколько позиций о очень важном таком тренде, который уже много лет, более 15 лет обсуждается в сфере профилактики. Это концепция полипил. В одной таблетке несколько составляющих, несколько
действующих веществ. Начинали с 3 препаратов, позже был вариант добавить туда 7-10 препаратов, но на самом деле сейчас серьезно обсуждается концепция все-таки 3 препаратов для коррекции уровня артериального давления: статинов, ацетилсалициловая кислота. Что же, может быть, всем дать одну таблетку? И этим мы, собственно говоря, профилактируем все события? Ну вот, я, честно, предвосхитила ответ, дискуссия продолжается. И буквально в конце прошлого года было опубликовано очень большое исследование, выполненное в Иране совместно с международной группой исследователей, которая показала, собственно говоря, эффективность полипила. И мы с радостью начали как-то внимательно смотреть на эту публикацию. Вот до того момента, как пошли ответы на данную публикацию, ее более подробные разборы, это заставило нас, на самом деле, более серьезно к этому подойти. Почему полипил не всегда, наверное, работает? Во-первых, увеличивается риск кровотечений при приеме бесконтрольных антиагрегантов, и мы, я думаю, сегодня будем неоднократно об этом говорить. Зачастую это может быть недостаточная гиполипидемическая терапия для пациентов, если говорить о пациентах с очень высоким риском. Недооценка изменений поведенческих факторов риска, я уже говорила, что это те возможности, которые мы можем реализовать. Конечно, есть плюсы. Это и снижение в целом риска, это и высокая приверженность пациентов, это, наверное, самый большой плюс, и значимость и возможность снизить значительно смертность в тех регионах, в которых более низкий социально-экономический статус населения. Здесь я буквально вкратце обсужду вопрос назначения медикаментозной терапии, в первую очередь первичной профилактики, потому как будем подробно разбираться это на последующих сессиях. Обратите внимание, аспирин и препараты ацетилсалициловой кислоты не рекомендуются для первичной профилактики у пациентов с артериальной гипертонией без сердечно-сожительных заболеваний. Почему? Аспирин перестал, так сказать, предотвращать риски развития, в первую очередь, инфарктов? Нет, не перестал. Но, к сожалению, ровно такое же случае количество инфарктов, которые он предотвращает, такое же количество кровотечений, в том числе фатальных, он вызывает. Лечение артериальной гипертензии. Здесь у нас есть некоторые нововведения. В первую очередь они касаются либерализации цифр и целевых значений уровня артериального давления. И здесь, мне кажется, найден такой консенсус между кардиологами и неврологами, потому как кардиологи долгое время были достаточно агрессивны в снижении уровня артериального давления, в том числе у пациентов старшего, пожилого возраста. Но обращу ваше внимание, что, конечно, артериальную гипертонию, если кто заметил, тот и должен лечить. И кто ее установил, тот ее и должен лечить, если нет возможности передать другому специалисту. Обращу ваше внимание, что мы начинаем сразу с двойной терапии. Монотерапия остается только ослабленным пожилым пациентам, пациентов с множественной коморбидностью, которым мы боимся, так сказать, вмешаться значительно в ту схему, которую они применяют. Для большинства пациентов это двойная терапия. Что касается гиполипидемической терапии, когда необходимо назначить гиполипидемическую терапию? Здесь тоже есть изменения, которые были анонсированы и были представлены в европейских рекомендациях по коррекции дислипидемии в 2019 году. Мы начинаем по ним работать. У нас более жесткие сейчас целевые значения уровня холестерина, липопротеидов низкой плотности, в первую очередь для пациентов очень высокого риска. Мы с ней стараемся значительно снизить уровень холестерина. Обратите внимание, для пациентов, имеющих очень высокий риск, целевое значение это 1,4 или в том числе снижение на 50 и более процентов от того исходного уровня, на котором было или случилось событие, и на котором вы увидели пациента, который до этого терапию не принимал. Таким образом, чем бы я хотела завершить? Наверное, вот 3 постулата я вынесла на этот слайд, которые показались мне самыми важными. Первое. Коррекция поведенческих факторов значимо влияет на прогноз, и, к сожалению, зачастую мы их недооцениваем. Целевые значения при назначении фармакотерапии зависит в первую очередь от категории риска. Это касается и артериальной гипертонии, и в целом риска, в том числе по СКОР. И третий постулат, который мне, честно говоря, очень нравится, и надеюсь, вы его со мной разделяете. Если какой-либо препарат может быть назначен, это еще не значит, что он должен быть назначен. Спасибо.